Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу и обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, и для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов и находятся на главной странице канала. И своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам передаю отдельный привет, слова благодарности. Спасибо за ваши комментарии, за ваши отзывы, за ваши пожелания. Я сегодня к вам вот с такими ниточками, мы с ними уже работали. И с новым узорчиком. Напоминаю, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Все узорчики универсальные. Пробуйте, вяжите из любой пряжи. Один и тот же узорчик из разных ниточек смотрится по-разному. А я сегодня расскажу, особенно новичкам, да, что у меня за ниточки. Alize Angora Gold они называются. В моточке, смотрите, в 100 граммах находится 550 метров. Далее, пока не забыла, сразу же назову цвет. На камеру передается цвет как есть. Итак, смотрите. 152 цвет. По составу ниточки 80% акрил, 20% шерсть. И нам советует производитель брать крючок от 2 до 4. Ну, в зависимости от вашего узорчика и в зависимости от вашей плотности вязания. Я буду брать 3, потому что я данную ниточку вязала 3. Вы точно так же берете свою пряжу, читаете аннотацию, смотрите на рекомендации производителя по поводу крючка, подбираете под свою плотность, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 11 петелек. Давайте я наберу 3 раппорта. Это получается 33 воздушные петельки. И еще одну дополнительную петельку, чтобы узорчик ровно красиво закончился. Итого получается 34 воздушные петельки набираю я. А вы набираете, сколько вам будет удобно. Итак, в начале все как всегда. Петелька фиксации. И при наборе петелек мы эту петельку не считаем. Теперь я набираю 34 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34. Вот мой будущий образец. Далее мы сделаем вспомогательный ряд, состоящий из полустолбиков с накидом. Смотрите, воздушная петелька. Отсчитываем от крючка 2 петельку. 1, 2, накид. Во 2 петельку вот так вот нырнули, вытянули ниточку и 3 петельки провязали вместе. Оп, полустолбик с накидом. Накид. В следующую петельку цепочки аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и все 3 петельки провязали вместе. Оп, полустолбик с накидом. И вот так вот мы шагаем в каждую петельку цепочки и провязываем, ну, в моем случае, полустолбики. Вы можете провязывать столбики с накидом, столбики без накида, как вам будет удобно. Ну, новички, обязательно провяжите, чтобы не запутаться в воздушных петельках. В столбиках вы точно не запутаетесь, когда начнете вязать узорчик сам. Итак, сами себя контролируйте. Количество столбиков по итогу получается у вас ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. То есть в моем случае я набрала 34 воздушные петельки, значит полустолбиков у меня будет 34. Ну, а у вас, конечно, свое число, больше или меньше. Все, и вот так вот со своей скоростью аккуратненько вяжите до конца ряда. Угу. Давайте самостоятельно, это несложно, а в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот мои полустолбики готовы. Все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. По узорчику должно быть 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Итого мы здесь набрали 6 воздушных петелек. Далее, смотрите. Во 2 столбик, видите, это 1 столбик у нас был, воздушные петельки из него. Во 2 столбик нырнули, вытянули ниточку. Здесь будьте внимательны. Провязали 2 петельки. Стоп. Держим 2 петельки на крючке. Накид. Теперь смотрите, пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4 столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. А теперь у нас 3 петельки, мы их провязываем вместе за раз. Оп, поняли? То есть получается 2 столбика с накида с одной общей верхушкой. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. В следующий столбик
по порядочку нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке. Накид. Опять пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4 столбик нырнули, вытянули ниточку, держим 2 петельки, провязали 2 петельки, держим 3 петельки на крючке и все вместе провязываем. Оп. Видите, у нас как бы такие рогаточки перевернуты наоборот. 1, 2, 1, 2. Далее, смотрите, мы с вами будем делать 7 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И смотрите, получается накид. 1 столбик пропускаем и в следующий столбик провязываем столбик с накидом, но не полностью. 2 петельки, стоп. Накид. Опять пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4 провязываем точно так же 2 петельки, стоп. И теперь все 3 петельки провязываем вместе. Оп, видите? Вот такая картина получается. То есть мы провязали сейчас вот эту вот первую рогаточку. Угу. Дальше, смотрите, повторяем. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. Вот, в следующий столбик нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп. Накид. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4 столбик нырнули, провязали 2 петельки, стоп. И опять 3 петельки вместе. Видите, опять 2 рогаточки. Теперь делаем большую вот такую вот арочку. 7 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И опять, смотрите, мы, получается, делаем накид. 1 столбик пропускаем. И в следующий столбик ныряем, провязываем столбик с накидом не полностью. Так. 2 петельки провязали, стоп. Накид. 3 столбика пропустили. В 4 провязываем столбик с накидом не полностью. 2 петельки, стоп. Теперь все 3 петельки провязали вместе. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. В следующий столбик нырнули. Вытянули ниточку. 2 петельки вместе. Стоп, да? Накид. Опять, смотрите. 1, 2, 3. Столбика, получается, пропускаем. И в 4 провязываем столбик. Так вот, с накидом. Оп. То есть наши опять, видите, наши 2 вот эти вот наши галочки перевернуты наоборот. Все. И опять, смотрите. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И заканчиваем наш ряд столбиком с накидом. Поняли, да? 3 воздушные петельки. Это вот половинка вот этой большой арочки. Вот, мы с вами вместе провязали целый ряд. Идем дальше. Для начала 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот. Теперь мы с вами будем работать вот с этой маленькой арочкой. В нее мы будем провязывать 6 столбиков с накидом. Итак, накид несложно, да? 1 столбик с накидом, сюда же. 2 столбик с накидом, сюда же. 3 столбик с накидом. 4. 5. И 6. Угу. Теперь смотрите, вот между рогаточками, да, у нас были 3 воздушные петельки. Теперь работаем с 3 воздушными петельками. Сюда мы должны с вами провязать, ну, допустим, давайте провяжем 6 столбиков с накидом. Почему, допустим, я вам потом объясню. 1 столбик с накидом, сюда же 2 столбик с накидом, сюда же 3 столбик с накидом, 4 столбик с накидом, 5 и 6. Угу. То есть вот такая первоначальная красота получается. А теперь смотрите, как мы делаем. Мы берем вот эту последнюю петельку, вот так вот подтягиваем и убираем в крючок. Теперь вот наш первый столбик, да, мы беремся за верхушечку первого столбика и вот эту петельку захватываем, ее немножечко подтягиваем и эту петельку протягиваем через верхушку первого столбика. Получается вот такой вот интересный бочоночек. Видите? Потому я говорю, давайте, допустим, 6 наберем, вы можете и 8, и 10 набирать столбиков. И бочоночек у вас будет больше, более эффектнее, но и пряжа будет кушать больше. Поняли, да? Идем дальше. Накид. Большая арочка. Вот в эту большую арочку провязываем 13 столбиков с накидом. Итак, 1 столбик с накидом. Сюда же 2 столбик с накидом. Сюда же 3 столбик с накидом. 4 столбик с накидом. 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 и 13. Вот наши 13 столбиков. Поняли, да? Получается, здесь у нас была половинка, да, нашей вот этой арочки. Получается, половинка столбиков, всего лишь только 6 столбиков. Идем дальше. Опять у нас идет маленькая арочка. И вот сюда, ну, допустим, я буду опять провязывать 6 столбиков, да, с накидом. Вы можете провязывать больше. Ну, может быть и меньше. Раз, два, 3, 4, 5 и 6. И теперь смотрите, опять точно так же повторяем. Петельку вытягиваем, сами возвращаемся к первому столбику, дальше в петельку крючок вводим и эту петельку протягиваем через первый столбик. Оп, вот такой бочоночек получается. И вот такая, по идее, картина. Все, не сложно, не сложно. 13 столбиков, бочоночек. Здесь у меня получится опять 6 столбиков с накидом, да? Давайте самостоятельно до конца ряда и в конце ряда встречаемся. Несложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот такая первоначальная красота получается. И как мы заканчиваем ряд. Здесь понятно, да, половинка арочки, значит, у нас здесь будет всего лишь только 6 столбиков с накидом. И смотрите, накид сделали и в третью петельку подъема. Помните, мы делали 3 петельки подъема и 3 воздушные петельки. Так вот, в третью петельку подъема ныряем и провязываем последний столбик как бы кромочный. Вот. Выравниваем наш ряд. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Поворот. 3 петельки по узорчику. Раз, два, 3. Итого получается опять 6 воздушных петелек. Теперь смотрите внимательно. Вот опять второй наш столбик. Ныряем в него. Вытягиваем ниточку. Провязываем столбик с накидом не полностью. 2 петельки стоп. Дальше накид. И теперь смотрите. Получается, шагаем в самый последний столбик. Видите, из этих вот наших столбиков самый последний шагаем. Провязываем точно так же 2 петельки стоп. И теперь все 3 петельки на крючке провязываем вместе. Оп. У нас получилась точно такая же рогаточка вниз. Помните, как в самом первом ряду. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Теперь смотрите, перепрыгиваем вот в нашу большую, получается, эту арочку с веерочком, да? Много-много столбиков. Вначале мы шагаем в самый первый столбик. Оп. Вытянули ниточку, провязываем 2 петельки стоп. То есть делаем опять же рогаточку, вот, да, как в первом ряду. Теперь будьте внимательны. Делаем накид, пропускаем 4 столбика. Раз, два, 3, 4. В пятый нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки стоп. Теперь 3 петельки провязали вместе. Вот она наша рогаточка. Вот она наша рогаточка. Далее опять делаем 7 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем один столбик и в следующий столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки стоп, накид и в самый последний получается столбик ныряем, провязываем 2 петельки стоп и теперь все 3 петельки вместе. Вот. Поняли, да? Мы повторяем самый первый ряд. Единственное, что вот на этом веерочке. Не сложно? Не сложно. Смотрите, когда мы с вами опять провязали нашу вторую, так скажем, галочку вниз, мы делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И опять то же самое переключаемся. К первому столбику. Пропускаем 4 столбика. Раз, два, 3, 4. В пятый нырнули. Провязали. 7 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Один столбик пропустили. В следующий столбик нырнули, вытянули, провязали. И в последний столбик нырнули, вытянули, провязали 3 петельки вместе. Ну, то есть поняли, да? Мы повторяем самый-самый первый ряд. Все, несложно. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Перепрыгиваем к следующему, получается. Пол веерочка у нас уже, да? Первый столбик. Пропускаем 4. Раз, два, 3, 4. В следующий столбик. Сделали одну галочку, да? Далее, смотрите, 3 воздушные петельки делаем. Раз, два, 3. И вот у нас были 3 петельки подъема. К третьей петельке подъема присоединяемся и провязываем столбик с накидом. Как вам? Не сложно? Вот мы с вами вместе провязали. Вот так вот быстро вяжется. Идем дальше.
Опять провязываем 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И сейчас повторяем полностью наш второй ряд. Здесь у нас получается 6 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Как пушистая ниточка. 6. И смотрите, точно так же перепрыгиваем вот в эту маленькую арочку из 3 воздушных петель и будем делать точно такой же бочоночек. Пусть в моем случае это будет, ну, 6 столбиков, да? В вашем случае, может быть, и больше будет, и 10, например. 2, 3, 4, 5. Быстро вяжу, потому что мы уже с вами провязывали, да? 6. Просто повторяем. Подтянули петельку, к первому, получается, столбику вернулись, взяли за верхушечку, петельку протянули через верхушечку первого столбика. Все, и дальше опять 13 столбиков, бочонок, 13 столбиков, бочонок. То есть вот такая получается, по идее, у нас красота. Давайте мы вырастим наш образец, да, на несколько рядочков. Для тех, кто умеет вязать по схемкам, я сюда схемку прикладываю. И у меня к вам вопрос. Возможно, у меня не полная схемка, возможно, у вас есть схемка, где уточняется, сколько здесь столбиков. Но я думаю, что это интуитивно каждому, кто сколько захочет. Захотите больше, сделайте, попробуйте, да, бочоночек. Просто один бочоночек поменьше, другой побольше. Вот. Если у вас есть дополнение к схемке, то пишите в комментариях, нам будет интересно. Кто не умеет работать со схемками, посмотрите. Схемка очень простая, но просто наипростейшая. Поэтому вы можете посмотреть, где столбики, где воздушные петельки, как провязываются. Ничего сложного нет. Все, увеличим наш образец на несколько рядочков и встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая по итогу красота. Видно, да, вот эти бочоночки, они такие рельефные, выпуклые получаются. Изнаночка. Изнаночка ровненькая, но аккуратненькая. То есть не стыдно показать, да? Вот. Лицевая сторона. То есть еще раз напомню, что вы можете делать вот эти вот бочоночки больше, да, вы можете делать больше столбиков, они будут больше у вас. Вы можете делать меньше, чтобы они у вас не сильно выделялись, то есть на ваше усмотрение, да. Либо просто можете здесь сделать пышные столбики, почему бы и нет. Да, вот такая красота. В моем случае из моей пряжи вот так вот практически не тянется, вот так вот тянется чуть получше. То есть в первую очередь, когда я вязала, я думала, знаете, что это может быть? Это может быть такая интересная, может быть, удлиненная маечка, молодежная такая, знаете, то есть как бы, ну, не кольчуга, кольчуга не назовешь, да, то есть это не такое вязание. Ну, вот такая вот дырчатая, такая оригинальная такая накидочка. Вот, не забывайте, что можно переворачивать узорчик. У вас могут смотреть, получается, веерочки и ваши бочоночки вниз. Видите? То есть на ваше усмотрение. Возможно, это будет очень интересный, оригинальный такой дырявчатый шарфик. То есть поворачивайте и бочком, да, и в разные стороны крутите, вертите, вяжите разными ниточками. Естественно, такое у вас будет изделие. Возможно, это будет летняя маечка, да, вот такая вот дырявчатая, может быть, спинка, да, как бы такой, может быть, в комбинации с другими узорчиками. Почему бы тоже нет? Возможно, это будет летняя ниточка, это может быть будет накидочка парео, пляжная такая, да, туничка, тоже оригинально. Если кто-либо вязал данным узорчиком, рассказывайте, что вязали, будет очень интересно. Но если не вязали, подбрасывайте идейки, да, куда можно такую дырявчатую красоту применить. Давайте замерим красоту. Итак, допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания. То есть у всех ниточки разные, плотность вязания разная, да, крючки разные. Но вот в моем случае, вот так вот, если посмотреть, практически 15 сантиметров, 14,8. И тут, смотрите, получается у нас вот наши шишечки с вот таким вот веерочком, да, это 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10. Ну и первый маленький такой наборный 11. Замерим по верхушке, так скажем, 12,5 сантиметров. Узорчик очень простой, вяжется очень просто, очень легко. Не забывайте, что вы можете помимо столбиков с накидом здесь сделать столбики с 2 накидами, да. Вы можете столбик с накидом провязывать удлиненным, как вот в прошлом узорчике. То есть на ваше усмотрение, вы дизайнеры, как вы видите, так оно и будет правильно. Правильно же? Вот такая красота. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки и пишите комментарии. Договорились? А также подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал, потому что много зрителей на канале смотрят, но не подписываются. Подписывайтесь и сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием.
Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.